Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Что ждет в ближайшее время? Что ждет ваш знак зодиака? Что или кто идет в вашу жизнь? Или какие события, люди будут на вашем пороге, чем вам доведется заниматься? И ориентир декабрь 2025. Я специально не ставлю каких-то более конкретных сроков, поскольку, такой переменчивый у нас может быть декабрь. Много разной информации, мы где-то от нее тоже зависим. Нам может казаться, что что-то встало на паузу, а потом это как будто в каком-то ускоренном режиме. Но все же, давайте узнаем декабрь, что он вам принесет. И на картах пасьянса мы как раз о событиях, что вас ждет, что идет на ваш порог. И узнаем. Конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад, а личная история каждого из вас не расскажет, но подсказки дать может. Давайте рассмотрим, что же ждет вас, мои дорогие львы, с чем будут связаны события или с кем. Каковы сами по себе эти события? Ну вот смотрите, видимо, основная задача, или, может быть, даже я сказала бы, общий фон декабря. Что бы мы тут не слышали, а мы тут можем, кстати, слышать, совпадает череп, это не есть какая-то конкретика, это наше переживание. Какая-то либо настроенность, либо состояние. Может это быть и просто потому, как какое-то важное дело, тема у вас стоит как на кону, да? Получится, не получится. Но не мучайте себя вот этими сомнениями, потому что у вас совпадает якорь. И это, возможно, как раз стабилизация каких-то процессов, которые для вас, каким-то образом не туда положила. Мы в крайних рядах можем соединять на этом пасьянсе карты. Поэтому тут вы-то переживаете, а тем не менее все идет к укреплению вашего положения, каким-то, может быть, и возможностям новым, но пока как будто время именно вот как бросить этот якорь. Давайте узнаем, что еще. Стабильное время, конечно, в первую очередь. И исполнение желания. Ну да, тут можно переживать, получится, не получится, сбудется, не сбудется. Корабль один из символов Меркурия, но в данном пасьянсе это значение исполнения желания. Именно какого-то одного желания. Тут разные есть значения в пасьянсе, но это еще и символ перемен корабль. Или когда много новостной палитры. Я где-то об этом говорила. Вы можете, кстати, переживать по поводу какого-то конкретного дела, когда вы получаете документ или какую-то важную бумагу, или подписываете контракт. Может быть и брачный контракт, а может быть и по работе. Вот эти переживания. А смотрите, корона – символ власти. С одной стороны, это в вашей власти сейчас сделать очень многое. Но и вы, мои дорогие львы, можете оказаться как в общности людей, которые стоят несколько выше по социальной лестнице, чем вы. Это у кого-то по работе может быть банально, когда много общения с руководителем. Или даже руководители руководителей. Но это могут быть точно так же инстанции, мои дорогие, когда придется договариваться. Но и время-то ведь вашей силы. Оно тоже как будто уже пришло на ваш порог. И где-то у вас еще совпадает победа. Поэтому да, тут есть возможность что-то очень серьезное для себя весомое осуществить и получить вот эту победу. Или стабилизировать вот то состояние, если нуждается, да. Некоторые вопросы нуждаются, может быть, и в доработке, или в том, чтобы вы, рассмотрели даже какие-то альтернативные варианты. Но это в конечном итоге вам во благо, где-то к победе. И когда есть возможность, ближе, может быть, к праздникам рождественским, новогодним, как вздохнуть свободно, потому что у вас все под контролем, якорь, да, и победа. Это именно все под контролем. Так, пойдем дальше. Семейное счастье. Это и домочадцы, это и наши любимые. Это история любви, а у кого-то конкретно вопросы, связанные с жильем. Может быть, кто-то жилье там дома что-то переделывает, да, наводит порядок.
А у кого-то это будут тоже заключения каких-то важных документов по жилью или планируемый переезд, кстати, с учетом корабля. И вы будете просто узнавать, искать информацию, каким образом осуществить ваши намерения. Но семейное счастье нам, как будто говорят, в кругу семьи, или если вы один или одна, ну, тут все равно, знаете как, вам будет очень комфортно в вашем доме. И вы можете дома тоже что-то переделать. Здесь буквально как и стены. Ну, может быть, вы будете планировать, с кем вы проведете праздники эти, кого вы хотите рядом с собой видеть. Смотрим, что у вас еще совпало. И, как я говорила, мы можем по вертикали и по горизонтали в крайних рядах карты тоже соединять. И вот я смотрю, что тут мы можем с вами соединить. Откровенно говоря, не вижу ничего. Но, может быть, смотрите, как будто наш пасьянс делит, ну, так, своеобразные два периода. Первый период, когда вы что-то укрепляете, стабилизируете. Есть победа, есть соглашение, есть исполнение желания. Семейное счастье — это уже идет как третий ряд, да? И потом, в принципе, у нас ничего не совпало, как спокойное течение жизни. Ну, может быть, если разбить так условно на недели, то мы можем видеть, каковы события, с которыми вам придется взаимодействовать. Ну и, понятно, люди, но вообще достаточно уверенный период жизни. Вам что-то будет нравиться, хотя я не могу, конечно, сказать, что так все легко и просто, поскольку, ну, есть разные эмоции, есть и сомнения, никуда не денешься. Ну, давайте мы с вами продолжим и спросим, с чем или с кем будут связаны события будущего, ближайшего будущего. Что ждет? Ну, как новый жизненный этап. Это у нас колода ангелов-хранителей, мои дорогие львы. И вот интересно, что в традиционных колодах Таро нулевой аркан, мы все знаем, это шут или дурак. А в этой колоде мечтатель, мои дорогие. Но, тем не менее, нулевой аркан — это всегда начало. Вера в том, что у нас получится осуществить какой-то план. И все-таки поддержка, как будто ангел поддерживает. Вот так, незримо, как за вашей спиной, наблюдает за вами. Но самому, понятно, нужно тоже не плашать. Но для начала, для каких-то вообще начинаний, будь то это изучение, или когда, может быть, вы решили изменить имидж, может быть, кто-то строит карьеру, кто-то по нулевому аркану особенно проигрываются перемещения. И, может быть, это перемещение, в принципе, как само по себе желание путешествовать, видеть мир. Кто-то может начать, ну, как дополнительный, искать, по крайней мере, да, дополнительный источник дохода, чтобы работать из любой точки мира. Старший аркан. Но это всегда, как я сказала, новый жизненный этап. Но это мы пока как будто находимся в моменте перехода. Вот на этом пороге. Еще будущее не отстроилось. Мы еще где-то даже не выстроили тезис-планы свои, да, четкие. Но мы уже точно не хотим оборачиваться назад. Как будто жизнь, судьба, душа ваша просит, ну, может быть, и драйва, или каких-то положительных эмоций. Ведь эта карта, она как раз, знаете, вдохновения, оптимизма, притока новых сил, безусловно. С кем или с чем будут связаны события? А вот конкретно с человеком. Персональная карта двора, король мечей или король воздуха в этой колоде, это называется эксперт. Это тот человек, на кого мы можем положиться. Это человек, который может занимать высокую пост или иметь в своих руках как сферы, зоны какие-то влияния. Да? Может быть, это ответственный человек, но и то, что мы называем длинные руки. Может быть, это по работе у кого-то из вас такая ситуация складывается, когда вот это значение корона, она и будет как раз олицетворить то, что вам придется, может быть, согласование или просто много важных встреч, или какие-то диалоги проводить на несколько ином уровне. Но эта карта может в целом, она такая емкая, олицетворять, к примеру, людей, работающих с металлом, или людей, как специалистов узких направлений. Это могут быть и врачи, и кто-то может
задаться вопросами имиджа, а в основе лежит же здоровье, и вы надумаете, может быть, пройти обследование или стоматологией заняться, да, но тут ведь и нам не говорит, что вы болеете, у каждого свое, вот перекладывайте. Мы хотим по этой карте знать о себе что-то более подробно и точно. И, может быть, это будет касаться, кстати, законов, как работает в отношении вас тот или иной закон. Может быть, это и юристы, адвокаты, у кого-то вопросы в судах. Но все-таки персона, которая здесь нам не про любовь говорят, и вам где-то дают совет о том, что если ты в чем-то понимаешь, что, ну, как пролоббируешь, то есть знания провисают, тогда тебе нужно найти такого специалиста, который для тебя внесет определенную ясность, потому что по этой карте не должно быть недосказанностей или каких-то неясностей. Возможно, и вы стремитесь к чему-то, или ваши новые планы вы желаете оформить какую-то уже форму. Да, мы будем еще что-то корректировать, но явно вам тут хочется что-то прояснить или в какой-то теме разобраться. Давайте еще узнаем, с чем или с кем будут связаны события ближайшего будущего. А ведь и правда, с учетом шестерки земли, или это у нас шестерка пентаклей, король мечей, король воздуха может говорить о том, что какой-то человек, который вам буквально помогает. Ну или карта будет говорить, тебе будет помогать лев, если ты будешь поступать где-то по закону. Не основываться только на своем видении, да, ведь это эксперт, мы говорили. А эксперт – это всегда беспристрастный взгляд. И очень часто наша какая-то предубежденность, может быть, мы и уверены даже в законе, нам кажется, мы его хорошо знаем, но все же мы не знаем какие-то изменения, такое бывает, да, в виде дополнений, и они часто меняют вообще какой-то принцип. Поэтому вот дополнительные знания, дополнительная информация, причем такая достоверная, вам явно не помешает и будет более того помогать. Может быть, карта говорит, что есть тот человек, который вас, ну, если вам необходимо сделать какой-то платеж, может быть, это какие-то налоговые платежи с учетом конца года, ваша сумма, ну, если вдруг где-то задерживается или, ну, вот есть какие-то моменты, когда своеобразные паузы наступают, то тогда в вашем окружении, как будто, мои дорогие львы, есть и тот человек, который может выручить деньгами на какой-то период, но есть и тот человек, который вот дельным советом может помочь. Не просто так советы, да, словно мы там общественное мнение собираем, конечно, нет. Тут именно знающий человек, и совет этот будет дельный. И вы можете, кстати, даже где-то не думать о том, что именно эта персона может вам оказать содействие. Потому что где-то предрасполагает эта карта к тому, что нам придется либо найти этого человека, либо как-то просчитать. Но помощь высших сил часто идет по карте в целом. Шестерка пентаклей, ну и также это карта финансового успеха. Вот обратите внимание, в этой колоде не в каждой карте изображение ангела или крыльев вот здесь есть. А здесь нужно именно больше настраиваться на рационализм и экспертность, достоверность, как и людей, надежность где-то людей, но и надежность информации. Давайте еще узнаем, что же ждет вас, мои дорогие. Ну, решиться как будто нужно на что-то. Карта нам говорит о выборе, который затянулся. Как будто вот эта витрина, нам ее давно пора открыть и разобраться, какой мы кубок берем, или для начала смахнуть пыль, как будто навести порядок, может быть и так. Иногда нам карта будет напрямую говорить, что пришло время привести в порядок, может быть, и жилище, избавиться от хлама, от того, что тебе не нужно, смахнуть пыль. Но это прокрастинация, когда мы, вроде бы мы и знаем, чего мы хотим, а вот начать все никак не решаемся. И карта дает сразу совет. Не анализируй слишком. Вот, видимо, мы можем подзастрять, мои дорогие, в этих думах, да? А вся проекция будет в практике, это точно. Смотрите, что ждет, что идет в вашу жизнь, с кем или с чем будет связано. Да какой-то судьбоносный период при помощи высших сил. Я смело это говорю, потому что вроде бы нулевой аркан, да, начало-начал. А ведь на кону солнце. Это карта успеха. Это карта, тем не менее, когда мы можем что-то передумать, переиграть,
Это карта энтузиазма конкретно тут даже прописана. А я всегда добавляю, это карта выбора правильного направления. Причем вы в этот период декабрьский с чем-то определяетесь. Может быть, и с кем-то вы определяетесь. Но тут ваши дела, ваша жизнь, мои дорогие, она не строится как бы от желания кого-то. Здесь именно вы сами и ваши планы, с учетом нулевого аркана. Это как бы лежит в основе. А все остальное – это то, что вы ищете. Вот те же самые люди, да, или какие-то нужные контакты, важные люди. Что вы будете продолжать? Может быть, в чем вы поставите точку или словно наведете порядок. И, может быть, перед тем, как мы устремимся в новом направлении, вот этот порядок нужно навести и в мыслях, и буквально дома, да, освободиться, освободить свое пространство от лишних вещей или какого-то ненужного чего-то, к чему мы уже привыкли, не замечаем. Ведь мы меняем пространство, оно нас потом вторично меняет как бы само по себе, потому что дом – это то место, куда мы себя приносим в любом состоянии души и настроения. И дом нас всегда принимает. Так вот, это обновленное пространство, когда мы заходим к себе домой. И пусть у нас там тысячи каких-то неопределенностей, или когда мы, ну, очень расстроены даже, правда, но вот прийти в жилище, когда мы чувствуем, что оно не напоминает нам какую-то тягостную атмосферу, а именно нас вдохновляет, помогает нам отдыхать полноценно. Это большое дело, поэтому и пространство вторично меняет вас. Но здесь ведь это карта ясности, мои дорогие. Поэтому что ждет? Ясность какая-то ждет, это точно, или прояснение того или иного вопроса. И, возможно, на начало декабря еще вот вы переживаете, получится, не получится. И как и здесь исполнение желаний, так и здесь где-то карта Солнца об этом говорит. По крайней мере, возможность есть. Но Солнце у любой карты есть и плюсы, и минусы, или одно значение положительное, то, что мы называем. Есть и противоположное, это карта нашего эго. И рядом у нас семерка кубков. Заставляет задуматься, что все-таки не все так однозначно, как мы думаем. И я раньше об этом говорила. Неважно, как вы это себе представляете. Для вас, мои дорогие львы, чтобы не упустить какую-то возможность, нужно и быть дипломатом, потому что дипломатия по шестерке пентаклей идет, шестерки земли. Договариваться, баланс, по сути дела, держать необходимо. И 6 – это когда мы поровну кладем по 3 на каждую чашу весов. Поэтому через договоренности, через дипломатию нам как раз открываются вот эти самые возможности. И вы, возможно, приступите уже к новому плану или где-то будете активнее, более продвигаться в январе. Почему я так говорю? Потому что обычно мы воспринимаем январь, ну, забегая немного вперед, как месяц, когда, ну, что-то идет так в развалку. Согласно планетарным транзитам в 2026 году, скорее всего, мы быстро включимся в работу в январе. И вы, вполне вероятно, вот вам в декабре с чем-то определиться необходимо, но потом как будто полный вперед. Но не подсострять в том, что именно вы представляете, а рассматривать, повторюсь, альтернативные варианты и договариваться. Где-то не давить авторитетом, мои дорогие. Вот. Ну, это как совет от карт. Потому что то, что представляем мы, тоже может означать вот эту семерку кубков, когда мы застреваем в этом самом собственном видении. Даже из лучших побуждений. Давайте я достану еще одну карту. С чем или с кем это связано? Ну, выбор явно присутствует. Старший аркан будет говорить, и влюбленные, мои дорогие, вообще, когда 6, это всегда какая-то победа. У вас как будто 2 победы. Может быть, победа через договоренности. Может быть, это касается личной жизни. Вы определяетесь, с кем вы, в каком направлении, кто для вас надежный человек. Или вы в вашей семье уже тоже как какой-то выбор, какую-то тему, ну, обсуждаете и принимаете все-таки какое-то решение. Много эмоций будет в этот период. Значит, это может быть связано с выбором у кого-то по делам,
выбор правильного направления. Можно как бы сделать одно дело одним способом, а можно и другим. У кого-то, я не исключаю, но для кого это актуально, может быть выбор по отношениям, которые именно касаются личной жизни и какой-то запутанной истории. Но выбор вот за вами. Главное, что у вас возможности есть. Но карта тоже где-то говорит, договариваться придется. Сепарация только иллюзия. И как будто ангел благословляет какой-то союз. И я допускаю, что это опять же может быть и по работе. Мы тут, понимаете как? Мы тут не ломаем какую-то структуру, сложившиеся отношения. Мы, наверное, адаптируем под ту реальность, которая в вашей жизни присутствует. Может быть, и придется какие-то такие сложные диалоговые формы вам принимать, которые могут, ну, где-то внутреннее противоречие вызывать, но вы тогда понимаете, если сейчас вот какую-то тему не решить, значит, это как будто меня отбросить назад, а назад явно вам не хочется. Тут уже вы полны оптимизма, ну и каких-то новых желаний, уже как будто новые горизонты у льва. И в принципе, все получится. Но, наверное, дипломатия, в очередной раз повторяюсь, творит чудеса. Вообще, карта по шестерке Земли может говорить еще и конкретно о том, что будет декабрь таким прибыльным месяцем, все-таки деньги. Хотя это может еще означать для кого-то и финансовый спор. Интересно, скучать будет некогда. Декабрь месяц, мои дорогие львы, перекладывайте на себя. А я благодарю за ваши искренние, добрые, душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт. И у меня есть те статьи, в которых вы найдете более точные подсказки. Есть, например, коридор возможностей на 2026 год, который складывается как раз где-то из окончания 2025. И там не о картах, там именно планетарные транзиты и где-то нумерология. Перейдите, прочитайте. В описании под видео вы найдете ссылки и на другие статьи. И я так думаю, подсказок будет больше. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.